Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Это рубрика «Комментирую игру моего подписчика», и у меня сегодня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Ранг Ферзь, где-то примерно 200-300 очков. И, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях фидбэк на эту тему, насколько важно вам говорить конкретные цифры, сколько ранг Ферзь и тому подобное. То есть там Ферзь 200-300, Ферзь 500-600, Ферзь такой-то, 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 потому что, как по мне, это просто обычные циферки, которые ничего не значат. Вот как по мне. Самое главное, это понимание игры и насколько вам фартануло в игре. Вот как по мне. Поэтому, ребят, фидбэк в комментах. А еще, я хочу обратиться к каждому своему зрителю за помощью. Лайк поставь, комментарий поставь от 3 слов. Потому что что? Потому что таким способом у меня ролик продвинется в рекомендации, в тренды и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. И просто мне будет приятно, ребят. Все. Комментарий, лайк поставь. А если не подписан, подпишись. Скоро 2000 подписчиков. Скоро. И хочется достигнуть их в этом месяце. Надеюсь, получится. Не получится. Обидно, печально. Ну да ладно. Сделали все, что смогли. А еще что хотел сказать. Если ты хочешь попасть в данную рубрику, то в комментариях будет закреплена ссылочка на запись в телеграм-канале. Там я полностью описал подробности, что нужно конкретно сделать. И, кстати, Бонлайн из предыдущего ролика извиняется за то, что запись получилась такая с низкими FPS и тому подобное, потому что у него была проблема с настройкой. Но я попытался как бы в одном примере эту проблему решить, исправить. Насколько смог, настолько исправил. К сожалению, все равно это заметно. Да, было немного дискомфортно. Ну, что поделать. Вот, Топ-Не-1 прислал мне эту карточку и написал такую фразу. Тебе эта сборочка зайдет 100%, я уверен. Даже зуб даю. Хотя на самом деле вру. Это я уже как бы сам додумал, что зуб дают. Вот. Сказал, что мне эта каточка зайдет 100%, потому что такую сборочку я обожаю, я люблю, и она очень интересная, реализуема довольно-таки трудно, но в целом это интересно. Кстати, Акс, полезный персонаж, берем. Ну, Булка, алё, ну ты Опять этот зверь пришел. Опять этот зверь пришел мне сегодня мешать в рубрике. Ну ладно, полежи на руках. Вот, ну, ты любишь, да, вот прийти и вот немножечко помешать, да? Любишь. Да, я понимаю. Микрофон понравился. Дико извиняюсь, ребят. Что-то на последнее время вот реально облюбила мой стол и делай, что хочешь. Нам просто залазит на стол и вот прям О, хороший скилловик там, Джаггер. И Тинкер. Вот. Целенаправленно лезет на стол. Все такое. И мешает. Я просто тут анализировал столы вражеские, чтобы что-то сказать. Как обычно, я не смотрю каточку ни начало, ни конец, потому что я хочу переживать все эти эмоции вместе с вами, и надеюсь, у меня это получится и в этот раз так же самое сделать все классно и круто. В принципе, ему неплохо сейчас со старта пришло по предметам и все такое, только единственное, что хотелось бы Луну 2 звезды. Хотелось бы. Но кого волнует наше горе, правильно? Правильно. На самом деле, Булка залезла на стол, и лежит сейчас на руках, как ребенок маленький. И, скажите, я вам скажу, отвлекал меня с мысли, которую я говорил. Ну, про рубрику сказал, да, сказал. Вот что я хотел сказать. Напишите в комментариях, что добавить в текущую рубрику, какую тематику может раскрывать, может, что еще и тому подобное. Вот, все, что я хотел сказать. Только, ребят, напишите, потому что мне это важно. Потому что я вот, грубо говоря, сижу, рассматриваю ролик, там, рассказываю там какой-то шаг, какое-то действие и тому подобное, объясняю, почему так, задаю вопросы сам себе, грубо говоря, и все такое, и так далее. Так, Булочка, все, давай на стол только ляжь, только не мешай, пожалуйста, и клавиатуру не трогай, хорошо? Договорились. Я тебя поглажу за руку, да? Да не кусай меня. Какая противная. Что-то пока что старт у него вроде бы как хороший, но что-то пока что упинают все, кому не лень, потому что у противников в действительности сильные столы. Мне же интересно, если он сказал, что билд мне очень понравится, и то, что данный билд мне довольно-таки очень нравится собирать, но довольно-таки сложно, и сложно реализовать, но зато легко законтрить этот билд. Это прям, знаете, ну, интересно звучит, поэтому давайте смотреть. Давайте смотреть, что же нас здесь сегодня такое ждет. Вот что нас здесь сегодня такое ждет. Посмотрим.
По реликвиям. Аптечка, мастерская бума, жезл Кира. Но жезл Кира, судя по всему, уже довольно-таки рано юзать, точнее поздно юзать, потому что он уже взял уровень. Жезл Кира имеет смысл только тогда, когда он падает вам на 10-м раунде, как по мне, и вы вышли в полный инкам, чтобы вы смогли на 5-м уровне паролиться по максимуму. То есть в таком вот в смысле, жезл Кира имеет свою ценность, а во всем остальном, я думаю, не особо имеет свою ценность. Но если что, то поправьте меня в комментах. Тут он челика вынес. Что здесь вот мы можем предположить, какие есть билды? Ну, магия, то, что я вижу. Магия. Можно сыграть, конечно, знаете, еще через кого? Через цветы. А я, походу, догадался. Я, походу, догадался. Это будет, скорее всего, реализация Empress Light. Скорее всего. Блин, это будет круто. Это будет круто. Мне очень... Все. Я имею маленькую такую надежду, что это будет реализация Empress Light. Такую, знаете, малюсенькую надежду имею. Блин, это будет очень круто. Ему бы Луну хотя бы в 2 звезды, либо же Лину в 2 звезды, чтобы максимально реализовать свой потенциал. Потому что его сейчас пинают все, кто может, из-за того, что ему тупо не приходит Луна. И все. Хотя предметы у него шикарные под Луну. О, наныл. Хотя есть Мартретка. Мартретка или Луна. Луна просто будет чистить столы намного быстрее, как по мне. Можно выйти, конечно, сейчас на его месте в 20 монет, но он испытывает некие теплые чувства к пандочке, и он хочет, чтобы эта пандочка что-то ему принесла, скорее всего. Или нет? Ну, все еще испытывает чувства некие. Все еще испытывает некие чувства. Кстати, ребят, кто вдруг не знает, то клевер работает на панду. И, соответственно, когда вы этот клевер положите в панду, у вас будет не 8% шанс, а 10% шанс на то, что призовет либо панду, либо же что-то из рас, которые у вас есть на столе. Подмечаю, ребят, из рас. Потому что работает панда на расы, а не на синергии. Только на расы работает. Поэтому, если вы хотите, чтобы панда вам что-то такое вызвала, то вам нужно ставить расу дополнительно. Если, конечно, не только одну панду. Ну, неплохо, неплохо. Хороший ему сейчас такой стол пришел. Он может даже уже попробовать... Не, ну хотя, надо посмотреть, что там за вражеские столы. Но, по идее, ему сейчас хорошенько пришло. Булочка, ты, конечно, прикололась. Такая... Так, все, давай вот туда. Влево тебя куда-то положу. Короче, легла под микрофоном и начала тут мыться. Ухаживать за собой. Ты, гля, ухажера ищет. Но на самом деле... Второе место он может вынести. Может вынести с такими предметами, как у него есть. Не, лучше пусть на устрике пока что сидит. Я так понимаю, хочет попробовать Луну реализовать. То есть идея пока что есть в том, что у него есть возможность на жезл Киру. Ну, посмотрим. Но, кстати, вот сейчас бы... Минус 13 в табло. И Сларк. Блин, ему так хорошо идет. Ну, минус в табло, это, конечно, максимально неприятно. Ну, на мобов, кстати, у него хороший стол. Очень хороший стол на мобов. Скорее всего, хочет еще также баф людей поставить. Он должен спокойно мобов пережить. Сильный стол у него. Стенки, конечно, нету никакой. Можно было бы поставить Марси вместо Лины. Но КП у него все равно не на инкаме сидит, как по мне. Поставил баф магов, чтобы получше было. Расстановка мне не особо нравится, но, в принципе, я думаю, все будет окей. Да, все будет отлично. Все будет прекрасно, замечательно. А ну-ка, что за реликвия? Жезл Киры, мастерская бума, противовес весов. Что же выбрать? И это награда за гоблинов, естественно. Но он берет награду за гоблинов, на самом деле, и это не ошибка, это наоборот, это круто, потому что, смотрите, у него сейчас 29 монет, 81 хп, он сейчас спокойно выйдет в 60 монет плюс-минус, ему никто не будет слишком много сносить табло, вот прям никто. Тут, ну, тут только вот топчик, который на суммонах, вот топчик на суммонах, который он, да, он в действительности может нормально так сносить табло, без шансов. Но там он может пересуммонить, хотя если он
Луной будет дамажить, то, в принципе, Луна может спокойно почистить этот спам. То есть, ему сейчас стоит только опасаться спама, и все. Хотя, ну, у меня баночки есть, все есть. Нормально. Нормальненько. Сейчас юзнет награду за гоблинов, у него будет 60 монет плюс-минус. Там он начнет либо же ролиться, либо же что-то еще делать. Так, панду продает. И вышел баф людей. Отлично. Жалко, конечно, баф людей не раньше пришел. Ну, в принципе, и так пойдет. И так пойдет. Баф людей есть. Один чилик на лустрике. В идеале, конечно, сидеть на лустрике до талого. То есть, чтобы у вас был лустрик 7 раз. Да. Да, надо будет этот момент как бы подрезать. А что произошло-то? Наспамил, что ли, или что? Короче, если что, я там момент этот вырезал. Ну, короче, вырезал этот момент. Да, мне хорошее слово он сказал. На самом деле, не знаю, либо я вы... Ой, ты больной минус 17 давать? Только 12 раунда ты уже по минус 17 кидаешь в таблет. Охренеть. Не, ну там жесткий тип. Там очень жесткий тип в этом плане. По минус 12. Как с куста. Сорян, я до сих пор не могу отойти от того, как Анфани порвала немного. Неугомонный зверь. Вот эти вот кошки. Да, ситуация. Не, если ему так и будет дальше приходить этот тип, который дает ему по минус 17, ему хп не хватит. Ну, судя по тому, что у него так хп уходит, я думаю, он не сможет реализовать именно цветку, импресску. Так, давай, награда за гоблинов юзаем. Ребят, подчеркиваю, реликвии мы юзаем. Вот такие, как награда за гоблинов, жезл Киры, аптечка. Мы юзаем с отчета нового раунда. Ни в коем случае не сразу, вот как только упала вам реликвия, сразу ее юзайте. В таком случае вам нужно юзать только гнездо Маморы, либо же вам нужно юзать... какая там еще реликвия? Гнездо Маморы, кабанчики. Какая еще реликвия? Что-то из головы, блин, вылетело так быстро. Гнездо Маморы. Кабанчики. Короче, если что, в комменты поправьте. А, наверное, можно заюзать манго. Я думаю, манго можно спокойно заюзать еще вот в таком вот плане. Если что-то, поправьте в комменты. По-моему, манго можно заюзать до начала следующего раунда, и вы получите, соответственно, манго. Но я пока что не уверен. Ну, в общем. Вот эти вот все реликвии мы юзаем до начала следующего раунда. А вот такие вот реликвии, как награда за гоблинов, аптечка священника и тому подобное, мы юзаем, соответственно, с того момента, как начнется отчет на следующий раунд. Только в таком вот. Только вот в таком вот ключе, никак иначе. Ну, чё-то как-то стол у него не густо хороший против мобов, хотя я думаю, он сможет спокойно подушить. Но там Мяут этот, который, у него 10 винстрик на секундочку, у него уже Фурион в 3 звезды, и не дай бог он еще сейчас Некра найдет, это же будет вообще поплава лютая. Плюс там звери, на секундочку. Кстати, давненько я не записывал зоопарк. А ну-ка напишите в комментариях, хотите увидеть зоопарк? Я думаю, будет прикольно увидеть зоопарк. На самом деле, я вот смотрю на его количество хп и понимаю, что это вообще не густо. Максимально не густо. Уровень идет дальше. Ну, в принципе, да, 8 надо брать. 8 надо брать. Чисто на расслабоне, на чиле берет мышкой, все переводит. Но отдаю ему должное. Мыской.
Мыской он хорошо орудует. Быстро, качественно. Мышкой быстро так переводит туда-сюда. Так что даже особо, знаете, как-то не вызывает какого-то дискомфорта от того, что он не хоткеями пользуется. Как же им больно. 36 хп. И у меня есть сомнение, что что-то будет хорошее. Сложная игра. Сложная. Типа, вытащить это можно, но сложно. Посмотрим сейчас, как будет. Ему нужна квапа. Ему понадобится, наверное, инвокер. Хотя, на самом деле, верить в инвокера такое себе, поэтому квапа намного лучше зайдет. Квапа. Кто еще такой? Да, я на самом деле пока что даже не знаю, что у него будет забил, поэтому не могу ничего сказать. Вроде бы как бы он собирает луну. Вроде бы как. Но не собирает. О! О! Сюда эту прикормку давай. Ну, блин, квапу можно было бы поставить, но тогда надо и луну ставить, чтобы хоть как-то зачищал стол. Но тоже, есть ли смысл от луны, если, точнее, есть ли смысл от квапы, когда можно поставить того же кунку, который закинет свой корабль с уроном и со станом, хотя и квапа сильная. Квапу вообще не скипать, ребят, квапа это мощное тело. Очень мощное тело. Оно так, ну, у нее, она сильно жестко ломает позицию противника, слишком жестко. Зверева надо этого как-то душить. У него 12 винстрик на секундочку. 12 винстрик. Можно задушить, но тяжко, тяжко. У него тут вообще тяжелая игра. Максимально тяжелый старт. Но из-за того, что максимально тяжелый старт, на самом деле очень приятно даже это смотреть. Не из-за того, что его там избивают и все такое. Никак не подумайте. О, я походу знаю. Да, это все-таки будут цветы. Через дубликаты. Да, это один из моих любимых билдов. Ой-ой-ой. Ой. Если ему сейчас импресска еще придет, это будет вообще такая топовая тема. Если он сейчас еще найдет еще одну квапу. Да если он много чего понаходит, ему нужно 2 разора в 2 звезды, 2 кунки в 2 звезды и 2 квапы в 2 звезды. Губозакаточная машина в 2 звезды, естественно. Но ему надо и посох 3-го тира найти, чтобы он магическим уроном мог максимально быстро вот это вот все подчищать. И ему нужны 2-го тира арканцы. Все, я походу понял, что будет здесь забил. Я походу понял, что здесь будет забил. Это один из моих любимых билдов. Сложно в реализации, но когда ты это реализуешь, это настолько круто. Просто идеально. Ролл или уровень? Ролл или уровень? Уровень, хорошо. На самом деле, посмотрите, сколько баф людей дал ему опыта. О, ну хорошо, что это не игра. Нам скоро лон друид будет 3 звезды. Но, что я хочу сказать. Найдет посох 3-го тира. Ну, если, естественно, доживет. 17 хп это я как-то слишком сильно губу раскатал. Ну, в принципе, ему нужно будет поролиться. Сейчас будет следующий раунд, и неизвестно, кто из них придет. Если придет зверь, и он не зачистит его сильно, то будет проблема. Ему нужны арканцы будут. Предмет 2-го тира нужен ему, который ману восстанавливает. И если ему придет импресска, он сможет себе ману максимально быстро восстановить. Есть кабанчики, есть сумка пандамена. Сумка пандамена, естественно. 9-й взял, хорошо. Пожалуйста, квапа, 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 пожалуйста, квапа. 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 Походу, квапы не будет. Веришь ли ты в инвокера? Я не верю. Еще один дум. Вместо квапы. Ну, как бы да, но нет. Будет ролить или не будет ролить? По предметам. Надо ролить, наверное, по предметам. Надо искать 5-го тира предмет. В принципе, сейчас вот эти вот персонажи как бы дадут время ему.
Ну, там нужно вот смотреть за топчиком. Там бог-орк собрался, но его, я думаю, порвут. Ну, кстати, не, ну он пока что слабоват, этот бог-орк, но может все-таки еще составить проблему. Из-за того, что ему нечем ману сейчас регенить, у него могут быть огромные проблемы. О, ты еще и падла пришло. Пожалуйста, не души. Пожалуйста, не души. Не сильно. Ух, 6 хп. Фух. Надо ролиться. Давай эмпреску. Эмпреска нужна. Эмпреску. Так, цветка идет хорошо. Рискуешь и будешь оставаться в 61 монету? Как-то мне в комментариях писали, кто не рискует, тот не бомжует. Сильная фраза, кто не рискует, тот не бомжует. Я прикалываюсь иногда с таких зверей. Челу отлично пришло сейчас по предметам, ему отлично пришло по фигурам, тем не менее. Просто я вспоминаю, насколько мне было тяжело собрать таких зверей. Когда я лон-друида на 10 уровне не мог собрать до 40 раунда. 3 звезды. А тут чел тупо на 8 уровне имеет огромнейший винстрик. Спокойно находит себе лон-друида и все кого хочет. Он Фуриона раннего нашел. На секундочку. Ему нужен здесь прокаст. Да, у него там луна 4000 урона нанесла, но ему нужен прокаст. Как по мне, надо, ну, надо ролить, как по мне. Ну ладно, посмотрим дальше. Рискует. Два инвокера? На секундочку. Два инвокера. Да, ты можешь, в принципе, цветку апнуть. В принципе, ты можешь цветку апнуть и вообще не париться на этот счет. Разорчик. Он может спокойно вынести этого зверя. Чуть-чуть повести. Вот, апнул. Хорош. Молодец. Красава. Чуть-чуть ему сейчас повезет. Получше. Нужно 2 КВП. Нужно 2 разора. Чуть-чуть повезет, и все, это будет разрыв тоталити. Если он найдет сейчас рок войны в эмпреску, он усилит свою иллюзию на эмпресс-лайт и будет тоже наваливать. Это мужлина в 3 звезды. Нет, контроль пошел. Пошли. Корабли поехали. Кунка работает. Кунка работает. Пошел. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, сколько там минус армора сейчас будет. Пока. А, не, живой. Минус 19 прилетело. Ждем отчета нового раунда, и потом юзаем сумку пандамена, и потом ролимся. 10-й, я думаю, нет смысла уже брать. Хотя можно будет, в принципе, взять 10-й. Можно будет. Чисто для того, чтобы найти себе эмпреску в 2 звезды, и то не факт, конечно, что получится. Зевс скипаешь. 2 цветки, отлично. Ну, вместо одного дума можно. Как по мне, контроль от кунки намного важнее будет. Хотя я могу ошибаться. О! Ставь еще одну импреску. Отлично. Ему нужен рок войны. Будет у него рок войны, у него импреска будет нереально с огромной скоростью атаки. Но тоже ему нужны арканцы второго тира. С арканцами второго тира. Ой, как хорошо. У него будет моментальный прокаст, и у него будет супер огромный шанс вынести этого зверя. Супер огромный шанс. И, кстати, почему я говорю, что ему нужен рок войны? Во-первых, у него сейчас 2 импрески. Это первый момент. У него 2 импрески. 2 импрески. И они будут под рогом войны вызывать иллюзию, которая будет иметь 100% скорость атаки. Нет. О, правильно. Хорош. Хотя на самом деле и рапира тоже была бы неплохая, если бы не было такого огромного зверя. Ой, как ему хорошо идет. На 9 уровне ему так падают легендарки. Вот смотрите, у него сейчас есть скорость атаки. Вот, ну вот рок войны все-таки не помешал бы, потому что он дает иллюзия, которая суммонится от импрески, она как вызванный юнит становится. И, соответственно, скорость атаки будет плюс 100%. То есть у него сейчас есть Мьёльнир, это где-то у него сейчас там 0,5 скорость атаки. И вот прикиньте, у него будет 2 импрески вызывать... Короче, 2 импрески будет с фулл шмотками, потому что это дубликаты у него стоят. С фулл шмотками, с рогом войны, и там будет наваливать так по урону, что будет... Хорош. Ой, хорош, боже. Одно лучше другого. Не надо ему сейчас этот драконий рог по той лишь причине, что у него есть арканцы. Из-за того, что у него есть арканцы, вот этот драконий рог ему абсолютно не нужен. Абсолютно.
Потому что он сейчас закинет эти арканцы. Ну, блин, ты шо, прикалываешься? Успокойся. Ой-ой-ой. Вот теперь жестко. Вот теперь готовьте пятую точку, молодые люди. Готовьте свою пятую. Готовьтесь. Может, поближе? Не? Чтобы импресска, если что, сразу и... Вот это ему пожрать принесли. Но мог бы и Зевса уже ставить вместо думов. Но думов он берет наверняка, чтобы сразу задумить некоторых юнитов. Но ему импреску надо поближе поставить, посередине, чтобы, чтобы его импреска... Во, хорош, отлично, все, прекрасно, замечательно. Топ, все топ. А теперь давай посмотрим, давай. Сейчас этот зверь приходит, ты ему просто в торец заряжаешь. Давай. У него сейчас получается... Вот это я понимаю. Боже, вот это ему фартануло. Вот это я понимаю. Минус 37. Минус 37. Давай еще инвокера. Все. Да не, вот это... Мьёльниры ж не стакаются вдвоем. Я бы Мьёльнир выкинул, потому что Мьёльнир дает 15% скорости атаки. Ой-ой-ой, да что ж это такое? Шо ж... Короче, я бы на его месте выкинул Мьёльнир, потому что Мьёльнир дает 15% скорости атаки. А так как у него есть, ну, Мейлшторм дает предмет второго тира, Мейлшторм называется. Он дает 15% скорости атаки. И плюс молнии вылетает. Но они не стакаются с Мьёльниром 5-го тира. Не стакаются от слова совсем. Поэтому я бы убрал этот предмет второго тира, закинул бы в кого-нибудь другого, а закинул бы палку, потому что палка дает 20% скорости. Во! Давай! Зверя, вториц, давай. Есть! Обожаю этот билд. Идеальный билд. Знаете, в чем минус у этого билда? В его случае минусов минимум. Ему Зевс просто нереально идет. Но Зевса скипает. На самом деле, реально могу поставить Зевса. И у него был бы уже Зевс. Ну, короче, у него было бы еще минус сопротивление к магии к противникам. Ну и ладно. Но минус этого билда, в его случае, конечно, минус это можно будет не ощутить, но можно все-таки ощутить. Знаете почему? Потому что... Ох, ничего себе, змейка в 3. Но я думаю, ты его вынесешь. Думчики у тебя сразу накидываются, ты его должен спокойно вынести. Давай. Думчики. Кого дум? Ох. Ну, не, все, порвал. Рви ему. Так вот. Дико извиняюсь, у меня что, нос заложен. Я как-то попытался тихо это сделать, но не вышло. В общем. Этот билд контрится легко, то, что он собрал. Вообще легко. На одном дыхании. Просто ставите 6 морских и все. Почему 6 морских? Потому что морские режут 60%, поглощают 60% от нанесенной способности ваших фигур. То есть у вас есть чистый урон, магический, все это поглощается морскими и вернется вам, соответственно, в ответ. Вот так. Легко и просто контрится этот билд. Но из-за того, что у нее есть эмпреска, это у него еще, прикиньте, посоха 3-го тира сейчас нету. Был бы у него сейчас посох 3-го тира, это была бы максимальная поплава. Максимальная. Просто посох 3-го тира, прикиньте. Даже квапа не нужна здесь. Все пока что прекрасно, замечательно. Давай еще одного инвокера и все. Был бы у него реально посох 3-го тира, он бы эти столы счищал бы еще быстрее, потому что у него бы появлялось 2 разора с посохом 3-го тира. Это, извините меня, куча урона на секундочку. Так-то. Так-то это куча урона. Вот. И импреска у него накидывают с руки. И вот эти вот 6 морских могли бы не затащить против такой-то импрески, потому что у него миксованная импреска получилась, она и урон наносит, но и магический урон у него лютый. Поэтому, в принципе, короче, тут 50 на 50. Я думаю, 6 морских бы на сильном столе смогли бы спокойно затащить. Но
Кстати, еще одна колдовская шкатулка. У него еще дискорд этот имбовый. Давай. Инвокера. Инвокера. Вот падло. Давай думчиков. Думчиков. Заряжаем думчиков. Давай, ну, роль же. Не, кабанчик пришел. В принципе, тоже неплохо. Сейчас, смотрите, инвокер придет. Отвечаю, инвокер сейчас будет. Ну, инвокер не пришел. Ладно. Ладненько. Что у тебя тут есть? 6 морских. Ой-ой-ой. Ну, у него было время перестроиться этого мяу. Но 6 морских ему могут не помочь. А почему? А потому что у него чистый урон есть. А, не, помогут. 4 морских. Сори, я протупил. Дурак. Сам себе только что и противоречить начал. Короче, 4 морских ему могут спокойно помочь, потому что 60% поглощения урона — это вам не шутки. 60%. И чистый, и магический, плевать какой. Главное, сумона поставил. Главное, чтобы Манки Кинг не начал кидать свою палку конкретно в эту толпу. Хорош. Да. Ну, авторез. Болел, что не в себя за него. Обожаю, когда такой билд происходит. Просто это идеально красивый билд. Мне он максимально нравится. Чел сидел на халяве с самого старта. Все. Все. Вот так вот. Вот так вот бывает, да, вот. Чел, конечно, в конце попробовал решить данный вопрос. Попробовал. Но не вышел. Я обожаю этот билд. Я сам обожаю на нем играть. Но у него получилось реализовать его именно из самой плохой ситуации. Ты просто... Ну, это скилл. Это скиллуха. Просто чистая скиллуха. Вот реально, ему бы не пришла МПС-ка, не пришло бы несколько фигур, все. Жизнь пошла бы под откосную. Мне добавить нечего. Классный билд, шикарный билд. Рекомендую его юзать и никогда не сдаваться. Это супер шикарный билд. Можно было бы добавить этот билд только тем, что ему посох 3-го тира бы необходим был бы. Либо же Аганим. А лучше и Аганим, и посох 3-го тира, и все это в Разора. И там просто такое мясо было бы. Ну, фу. Но я бы на его месте все-таки добавил бы еще, наверное, одного юнита. Это мага. Зевс ему отлично шел, можно было бы его поставить. Но, в принципе, он поставил 2 думов, и это на самом деле топовая тема, потому что у него 3 дума. Только есть одно огромнейшее но, которое я заметил вот именно в этом билде. Если вы ставите дум, иногда думы кидают в одну цель. Все 3 дума могут полететь в одну цель. Ну, в его случае получилось все прекрасно, все замечаю. Просто, ну, это просто зрительный оргазм 100%. Вот такой вот. Все просто, это кайф. Это кайфуля. Все. Топчик. Добавить мне нечего. Классный билд. Всем рекомендую. Я сам обожаю на нем играть. Но контрится довольно-таки легко. Очень зависит от того, как вам придет фигуры, как вам придут, соответственно, предметы и все такое. В его же случае все было прекрасно, плюс у него импресска еще пришла. Это прям вообще шик. Вот. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забываем ставить свои лайки, комментарии в поддержку этого ролика, чтобы он продвинулся в тренды. Комментарий нужен от 3 слов, потому что я хочу потестировать эту функцию. Говорят, что от 3 слов ролик появляется лучше в рекомендации в тренды. Поэтому, ребят, комментарий от 3 слов. Кто не подписан на YouTube, подписываемся. Скоро 2000 подписчиков. Хотелось бы добить в этом месяце их. Вот, поэтому все, мне нужна ваша помощь в этом плане. Вот, и кто не подписан на мой Telegram, Telegram закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. Еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.